Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это вырезка со стрима. У меня есть на каждый контрпик свой контрпик внутри охотников. В той катке только отталкивание нужно было. Ну вот смотри. Ой, какой хороший старт. Короче, с тобой полностью не согласен. Хочешь, зайдешь еще одну игру, и я тебя просто контрпикну на охотниках, и все. Но тоже, если придет. Те же самые убийцы спокойно контрят охотников. Только доживешь ли ты до этого? Звери через спам, они тебе просто не дадут развиться. Упал бы мне фулгорн, тоже там был бы обезоружен и все такое. Охотники слабые. Просто тебе, я же говорю, фартануло, что тебя никто особо не контрил, и Тедди не играл через спам зверей. Если бы Тедди играл через спам зверей, то там тупо забей. Спам зверей не дадут пожить. Да или те же самые убийцы были бы хорошие. Там ты шо, там бы такой развал кабины был. В смысле спам вроде нельзя? Я же говорил, только инсеки, керри ТБ и антимага не берем. Если ведьмаки нужны чисто для того, чтобы закрыть сборку, то есть чистый урон тебе нужен для того, чтобы вынести тех же самых воинов, тогда да. В таком случае можно ведьмаков поставить ТБ, брать и тому подобное. Ну или, допустим, тебе упал Свен, просто берешь и закрываешь ведьмаками. Но не керришь их, как было в предыдущей игре. В предыдущей игре там тупо брали и керрили ТБ и антимага. Ну это бред. Зачем я говорю о том, что мы не играем на том, если все равно это делают? Ну да, я же о том и говорю, что в предыдущей игре там тупо брали, керрили антимага и ТБ. Ну. Ладно, давайте не о грустном. Расслабляемся и машем. Тут меня вынесли. Манрегена нету, но мне пока манреген не нужен. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, манреген, но пока не нужен. Оп, усиление. Не знаю, я попробую, наверное, пока что... Так. Потом, если что, доставлю. Орк-охотник 2 звезды. Не знаю, может получится у меня, конечно, кого-то вынести. Но крест отлично делал свою работу. Согласен. Тролль-жрец, ну, это классная тема. Просто на самом деле из-за того, что у меня было слишком много фигур, из-за этого тролль-жрец накидывал рандомно. Если бы я остался в 6 фигур, тогда вероятность того, что он накидывал бы на нужных мне фигур, была выше. Блин, не добьешь, да? Какая боль. Куда сюрикен? А, понял. Сюрикен ты даже не успел выкинуть. А что-то типа усиления сегодня будет? Ой, ладно, короче, не буду страдать этой темой. Что там по реликвиям? Классные реликвии, кстати, есть. Не, даже обалденные реликвии, я бы сказал бы. Резагу 2 звезды. Неприятно. Древний норм синергия. Можно с ней что-то собирать? Не в текущей мете. Не в текущей. Если бы мета была немного другая, тогда да. А так, в текущей мете ты разочаруешься полностью.
Блин, я поспешил, продал. В текущем мете просто есть в каждой игре ТБ. И нет смысла. О! Ля! Без клевера достали нефритового генерала. Вот это я понимаю. Разгон. Надо вот наиграть, понять, что тут новенького. Но поверь, я рекомендую тебе даже не пытаться снова возвращаться в игру. Разочаруешься. Сейчас последние вот 2 недели играют всего лишь 2 сборки в каждой игре. Инсектоиды плюс ТБ керри. Все. Поэтому я тебе не рекомендую возвращаться. Настоятельно рекомендую не возвращаться. Я помню, когда с Пандамана на 4-5 ходу ловили Течиса и выигрывали игру. Так тут сейчас такая же тема. Сейчас Пандамана так же самое и работают. У тебя 12% шанс, что ты вытащишь из активной синергии на доске какую-то фигуру. Рандомно. Можешь Течиса вытащить? Поэтому я и не играю уже 2 сезона. Я перекинул Граль уже в резака. Но у меня слишком слабый стол, так что без разницы, в ком у меня сейчас будет находиться этот Граль. Я проигрываю всеми вся. А панды працюют в плане? Пробовал ТФТ, но тоже 50 на 50. Ну там надо разобраться в игре. Как ты разберешься в игре, тебе станет намного проще. Или ты играл в ТФТ? А что за короны в чате напротив ников? Ну, это типа самые активные поклонники, те, кто больше всего пишет в чате. Там нужно сохранить сборки сильные, с сайта и играешь. Шмот не знаком, так как в лигу играю. Не знаю, я в ТФТ сейчас разбираюсь, все такое. Я из-за того, что в ТФТ не играл, мне очень тяжело в плане изучения героев и тому подобное. Я сейчас, ну, не беру вот сильные сборки с сайта. Я пытаюсь там на всяком играть. Но там благо то, что каждые 2 сезона меняется мета и все такое. Это прям вообще топчик. Тут же в игре ты будешь больше полугода сидеть и ждать обновления. Заходишь на сайт и выставляешь сборки. Но я пока что этого не делаю. Я сам пытаюсь разобраться по предметам, по всей такой теме. Я вот пытаюсь с дарованием там разобраться, как оно играется в целом, потому что дарование мне в целом интересна, механика. Маги тоже прикольные там. То есть, ну, много чего интересного. Ой-ой-ой. Спасибо. 2 святых Грааля. Но проблема в том, что даже я знаком с игрой, но из-за скинов сам не узнаю персонажей. На самом деле, меня это удивляет, как можно из-за скинов не узнать персонажей. Типа, в авточенстве спокойно узнаю, кто есть кто из-за скинов. Потому что, ну, типа, вот есть тебе раса, вот у тебя есть класс.
спокойно узнается все. Ну, это может мне так. Я в этом как бы вообще проблем не ощущаю. Может, в действительности это есть какая-то проблема для многих, но для меня вообще никаких проблем. Ну, не чувствую я в этом. Короче, 9 из 10 моих каток это я стараюсь на роли сильный стол гоблинов и в золотые роллы или цветки керри. А все остальное это топ-3 уступает Б. Ну, а какой у тебя ранг сейчас? Просто интересно, как ты на гоблинах нараливаешь себе сильный стол, и как ты вообще в топ-3 заходишь. Потому что я когда так делал, меня выкидывало, будь здоров. Там слишком цветочно, красочно. Ну, у меня бывает такое из-за того, что я не знаю персонажей, я их скипаю, потому что они как-то слабо подсвечиваются в роли. Двойной режим вийде завтра. Пробував хитреця під богами, але тебе плюс М вынесли мене. Там надо тебе немного другую сборку сделать под хитреца. Там, допустим, магов в тех же слонах поставить, 4 кунг-фу и будет сильно. Я, кстати, с вами забазарился, я даже не смотрю на вражеские столы, что они там собирают. Чисто на скиллух я играю. Yummy candy. I can't control. Oh, it's just a lamp. 6 охотников сейчас сильные. Мамора, кстати. А что в Маморе? Тракса. Так, здесь убийца собирается у демона. Мой ранг Кинг 2. Я удивлен, на самом деле, как тебе на Короле 2 дают играть на гоблинах и мехах. Мне не дают вообще так поиграть. То ли я такой везунчик, что я больше к этому склоняюсь. То ли... Не знаю. Мне жесткие типы попадаются, слишком больно дают. Here I come. Блин, ну... Половина кабанов у меня норм. Но основная масса, по-моему, не норм. Что делать? Ну, собаки, наверное, лишаться надо. У меня еще предметы так себе. Не те предметы, которые мне нужны сейчас. Ну, 6 эльфов плюс ТБ не всегда успевает переехать трехзвездочного резака и маленького гирокоптера. Забыл, как он называется. Да в смысле резака не успевают 6 эльфов? 6 эльфов плюс ТБ это бред какой-то. 6 эльфов плюс ТБ так не играют. Играют 4 ведьмака, 2 друида, может быть 4 зверя докидывают, либо что-то еще. Там самое главное тебе 2 предмета найти. Наследие духа огня и драконий рог. Ну, меня прям сейчас шокирует это. 3-го тира демон-ведьмак, который перевоплощается. Ведьмаки плюс эльфы. Это бред. Смысл от эльфов, если эльфы работают только на самих эльфов. Я не знаю, кто тебе попадается там из таких вот киберкотлетных ребят, но так не играют. Меня аж это удивляет, если честно. Кстати, если что, проявление скилла только что показал. In many things, there is no best of both worlds.
А со шмоткой на мясы не эльфы начинают работать? На мясы ты имеешь в виду клинок тени или ты имеешь в виду мантию короля? Сейчас играют как? В идеале, конечно. 4 ведьмака, керри ТБ, 2 друида. Любых. Но желательно, конечно, это энча плюс лон-друид, потому что ты можешь докинуть себе 4-го зверя и получить очень много урона сверху. А разница в одной фигуре, в 2 фигурах. У тебя нет... У тебя нет... Не инчи и мишки просто. Так ты можешь взять себе и этого. Короче, сейчас потом. Секунду. Erosion and waste away. Pride is more toxic than venom. Так. Энчи и мишки. Но смотри, даже если у тебя нету энчи и мишки, у тебя есть тренд и есть фурион. Короче, тебе 2 любых друида надо в 3 звезды. И ставишь обязательно 4 ведьмака. Ты находишь 2 обязательных предмета. Драконий рог плюс наследие духа огня. Если у тебя в идеале есть наследие духа огня, драконий рог, палка 1-го тира и молнии 2-го тира, ты уже непобедимый на ТБ. Самое главное, чтобы у тебя ТБ был в 3 звезды. Тогда ты просто разваливаешь всех и вся. Тупо не оставляешь никому шансов. Ну так, а как ты 6 эльфов соберешь себе на 7 уровне? Или на каком уровне? Ну, на 8? На 8 получается антимаг, 3, плюс 2 волшебника, 5. Ну вот тогда да, можно 6 эльфов. Ну а толку от 6 эльфов, если у тебя 4 ведьмака разрывают этого резака вообще в пух и прах. Strangler vines and deadly Вот это надо было мне тусика продать, и теперь тупо нету тусика. Nature knows what to do. venom, venom. When do I get a movie deal? Трындец, просто одного зверя не нашел. Одного. За столько денег. Open your third eye. Спасибо. О, неприятно. Надо мишку собирать. Ну, весь стол гоблинов 3 звезды, иначе никак. Я уже на 5-м уровне ролюсь и на 6-м продолжаю. Ну, так даже если у тебя там хоть 10 столов будет в 3 звезды, то ТБшка тебя разрывает. Если правильно, грамотная ТБшка. Резак ничего не может ему сделать. Там слишком много чистого урона прилетает. Там такой кусок лица отрывается, что ну его баню. У меня есть подозрение, что просто там у тебя попался неграмотный ТБшка. Или попадаются. Потому что я часто вижу таких... Ну, не хочу прям грубить, но лоу-скильных ТБ. Прям те, которые ну вообще ничего не шарят. Собирают какую-то дичь, а потом удивляются, как они на мете проигрывают. Если честно, то это просто нужно посмотреть игру, чтобы я детально понял, что там происходило в игре. Чтобы просто понять, что так. И как так. Оу. Не хочу спешить пока что.
horrible is peering into our world from the deep sea. Taoist! Want to defeat Shaman? I'm Hermes, the fastest man in the world. I mean, the fastest male god. Who do you think you are? A man can overtake me? My poor brother. Так, сейчас, ребята, если что, минутку подождите, я полную концентрацию поймал на секунду. Ну ты прав. Там даже двухзвездочный ТБ часто стоит не со своими друидами. Я видел, рука потянулась к ему. Ну соблазн, понимаешь? Очень трудно удержаться от такого соблазна. Так, Джемакс там сбил винстрик. Это был вообще-то мой винстрик, если что. Я тебя запомнил, я к тебе выйду домой. Готовься, готовь пирожки, там все такое. Мы с тобой сегодня устроим тусу. I'm so envious of you hanging with such a cool toy as me. Ой, хорошо. Так, ну раз такая пляска, то мы берем вот это. Мне предметы нужны. Різак гарний до певного моменту. Tell me, wasn't that cool or what? Something horrible is peering into our world from the deep sea. Зачем мне Фурион? Ну, в принципе, если я в 3 звезды его соберу, будет неплохо. Но зачем он мне нужен? Здорово! Лайк патруль на месте. Привет, инвейдер. Как у тебя там дела? Рассказывай. Ну, в мидл гейме он тоже часто тащит. Но не против ТБ просто. Да и элементарно даже вот сильный прокаст от драконов спокойно стирает этого резака. Дум минус резак сразу. Там, ну, честно, много моментов. Я просто не могу так сразу быстро сказать, что к чему, куда, почем. Я четко. Пивасик и перепилка копчена. Я ж правильно сказал? Перепилка. Копчена. Ну, короче, ты понял. Erosion and waste away. Немного завидую. Да, все верно. Так, сейчас, секунду. Так, все, я вернулся. А что это у нас тут за антимаг такой нарисовался? А? Салам, Санек. Привет, привет. Детворк, что это за антимаг у тебя там? Я не вижу у тебя ни ведьмаков, ничего такого. У тебя уже 9 уровень. Но я не наблюдаю, как бы, ведьмаков у тебя. Зачем ты взял антимага? Ребят, ну вы... Короче, ладно. Без толку что-либо говорить. Ну, я вижу, у тебя миллион хантов там стоит. Короче, ладно. Хто не поставить лайк, до того прийде вночі. Дермантіновий Валера. Ой, хорошие предметы мне сейчас нападали. Tell me, Оу. cool or what?
А что взять? Ну, в принципе, наследие тоже крутая тема, но на самом деле нет, мне наследие не надо. Двойные клыки мне тоже, в принципе, не надо, но пойдет, раз дают. Это пойдет, это мы убираем. Ну, это тоже, на самом деле, убираем. Это все не надо. О, пойдет. Пойдет. You've been surrounded by teachers. Так. Мне нужен хан. Хан. Темпларка хорошо. Needs a creed. Но мне нужен хан. Who do you think you are? A man can overtake me? My poor brother. Так, ну что, ребята, какие шансы у меня на эту игру? Вот мои предметы, вот мой стол, вот столы противников. Каковы шансы? I'll shatter this endless chaos. Marine plan for dinner? Oh, where are we going? I thought you knew. О, леши есть. Идти в 10-й. Ну, кстати, 2 антимага, 2 цветки. Идти в 10-й. Ну, в принципе, на самом деле можно было бы пойти в 10-й. Ну да, я тогда с большей вероятностью смогу найти хана, если что, поставить тайдуху. Ну да, надо идти все-таки в 10-й, ты прав. Ладно, поехали в 10-й тогда. Тогда вот эти вот лишние фигуры пока продаю. Мне достаточно того, что у меня есть сейчас. Мне вообще надо рефрешер еще найти в идеале. Bring this to my bodyguards outside. I'm not hungry. It's a pity to throw it away. Стол вроде норм. Но тут еще есть один зверь. У него немножко слабее, чем мой стол. Но прям немного. У него есть просто МК. МК неприятен будет. Мне бы найти фулгорн. Я бы тогда поставил себе немного богов еще сверху. Было бы очень приятно. И выдру мне надо в 2 звезды найти, потому что до 5 целей будет помечаться, и, соответственно, 100% урона на бабки накидываться. Это будет прям очень вкусно. Что мне еще надо? Ну, можно было бы, конечно, наверное, найти рыбалку. Я бы запретил. Что я запретил бы? Вообще, вместо Энчи я хочу себе найти вот этого зверя. Зверь силен. И змейку в 3 звезды. Со змейкой в 3 звезды вообще игра заиграет иными красками. Можно даже эту будет змейку закерить в моменте. Ой, хорошо, и тает. О-хо-хо-хо. Ай, хороша жизнь. Не знаю, надо инчу, наверное, убирать, ставить тайда. Все-таки это контроль. А контроль это жизнь. Да. У меня есть горный агр, но если я найду себе еще и хана сверху, я смогу поставить себе и богов. А если и змейку в 3 звезды найду, то можно губозакаточную машину найти. Зачем тебе Трент и фура на скамейке? Ну, я думаю, что если хана найду, то, может быть, хана апну. Хотя... Да ладно. Деньги, деньги. Деньги нам надо. Да чё, кусок мяса. Неплохо. Но я уже убрал.
Тут ты прав. То захід... То захист від дермантинового Валаре. Какие предметы у легиона? Не очень. Плохие предметы. Дермантиновый Валера. Валерон. Че-то так угарно, капец. Надо инча? Не надо инча. Продаем. Деньги будут. Нужен ли мне собака? Вообще нет. Все, плюс деньги. Гулять так гулять. На самом деле, если я сейчас найду рефрешер, то я думаю, это конечная будет. И реликвию яиц, если сейчас упадет, то я даже не буду апаться в 10-й. Нет от этого смысла. Я себе найду змейку в 3 звезды с помощью яиц. Ну, если найду, конечно. Хотя, может, и 10. Я знаю только одного Валеру из тачек. Это ты про того, который там вот этот... с крюком, да? Эвакуатор. Такого Валера мы тоже знаем. Спасибо за лайки и реакции, ребят, спасибо. Чё по хп у меня? Нормально. 80 монет. Дай реликвию яиц, пожалуйста. Понял. Я тебе в ТГ кину, хорошо. Что-то там такое аж... Блин, мне не хватает предметов переделать. Ладно, будем жить так, как есть. Тогда, что ж. Рыбалка. Что заблокировать? У нас есть боги. Наверное, нежить заблокирую по стандарту. Инча плюс леший норм. Сомнительно, тут мне горн понадобится. А безоруж понадобится еще. Горн слишком много решает. И рефрешер нужен еще сверху. Ой, вражеская макака, просто как она душит. Я и проиграл раунд из-за этого. Ой, еще один некра. Тупо вражеская макака сейчас затащила. Каст магов сбивает вроде 200 экстан от них. Ну да, но... Маги слабые. Там маг очень слабый. Чисто на 3 хп ролл меня вынес. Зато знаете что? У меня минус 1 конкурент. Сейчас мы, короче, расстановку поменяем. С 15 раунда сидела она в море. Кто именно? Макака? Если макака, то я тебе сочувствую. Это печально. Это жизнь. Чисто жизненная жизнь насчет макаки. На 31-м достал по итогу. Я вот охотника на выдр не могу сколько времени уже найти. Я хоть его целенаправленно и не собираю, но все равно сколько времени я уже не могу его найти. Тор. Да, но маги быстрее прокастуются, чем они долетят на полуорках. Пора усилиться, сейчас вылетишь. Да пока норм вроде. Вот-вот-вот. Я бы на самом деле что-то переделал бы чуток. Но у меня пока нет предложений. Ой, Хекс. Ой-ой-ой. Вот это вот опасно.
Вот теперь надо 4 морских собирать. Опасно. Да, мы сейчас вторую только доигрываем. Ой-ой-ой, нет, пожалуйста, жить. Я хочу жить! Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот это неприятно. Надо морских ставить. Спасибо за усиление, кстати. Be careful what you say. I am your cloak and dagger. I'm not the little mermaid that turns into bubbles. I'm Hermes, the fastest. Turn up the music. Do you hear the beat of victory? Саня, надо морских ставить. Также Саня пока говорил скипать селедку. Так, тихо там. Я в инкаме сидел. Я просто еще опасаюсь этого охотника, у которого трехзвездочная медуза собралась. На секундочку. Это тоже как бы, ну, неприятно. Но! А, все. Магов нет. Все. Отставить панику. Мы не на Титанике. Но я надеюсь все-таки найти Хана. Надежда имеется. Нашел Лешего. Ладно. Sister. Sorry, shaman. О! Наныл. Жалко, мне змейка не пришла. Не, ну медуза 3 звезды, конечно, красивая. Тут спору нет. Наследие духа огня. Спасибо. Ну, в принципе, можно будет закинуть в кого-нибудь. Еще один некромикон. Но мне надо не это. This land is vast and great. We can fight for all we want. Conquer anything. Ну, спасибо хотя бы так. Так, теперь подождите. Вместо кого? Вместо тебя? А, я дурак, я понял. Не спрашивайте, почему я дурак. Я думаю, многие догадались, почему я дурак. Драконий рог. Угу. Сейчас поменять, кстати, надо Хана поставить, чтобы боги были. Да тут, по-моему, и так справился. Да, тут и так. Да, забей. Звери имба. Ну вот и охотники. Опасная была панда, конечно. Чуть-чуть бы панда немного по-другому была бы, было бы еще жестче. Ну вот, трехзвездочная медуза тупо ничего не смогла. Но из минусов у него нету двойных клыков. Если бы у него были двойные клыки, было бы жестко. Ну, красиво. Ну, звери есть звери. Звери тоже не имбовая сборка. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы, и в целом веду небольшой свой личный блог. Так что всем спасибо и всем удачи.